TV-Woman залезла на спикермена. Что происходит вообще? Ой, спасибо, боже. Это прям как бальзам на душу. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Ну что, 57-й эпизод, Скибиди Туалет, часть 2. Мы видим снова эту сцену. Швыряет в него Вантус. О, боже, нет. Блин, как же это грустно. Как же это грустно наблюдать, ребят. Но у нас тут продолжаются события. Они живы, они... Серьезно? Стой, подожди, еще раз, ну-ка. Все это что? Это все это славный конец Джимена? Вот так, первые 20 секунд. Кстати, обратите внимание, 2 минуты. 2 минуты длится этот выпуск. Это, возможно, даже рекорд. Я не помню продолжительность всех серий, конечно. Сколько там, 50-я, например, длилась. Но, по-моему, это самое длинное, что было. Так, смотрите, камерамен сидит. Ох, ничего себе. О, этот чувак. Ну-ка, ну-ка. Ага. Далеко не ушел со своими клешнями, да? Блин, паразит. Паразита сбрось! Сбрось! Опыт спикермена показывает, что этих говнюков подпускать нельзя. Так. Оба. TV-Woman залезла на спикермена. Что происходит вообще? Ну-ка, 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 ну-ка. Вытащит! Она вытащит, наконец-то, этот поганый мерзотный унитаз. Джимен живой. Джимен живой. Немножечко... У него стало... Подождите, у него стало меньше огоньков. Рожа покорежена, да? Но он по-прежнему жив. Правда, ему немножко стрёмно. Он куда-то улетел. Так. Все, паразит сдох. Все-таки спасение спикермена произошло. Вау. Слушайте, это, походу, самая эпичная серия из всех, какие только были, да? Вот это! Ой, спасибо, боже! Это прям как бальзам на душу. А теперь быстро починили мне Вантузмена. Я вас прошу. Быстро это сделайте, пожалуйста. Музыка как из Майнкрафта, что ли, или мне кажется? Похоже как будто. Так, ну чё? Ты наконец-то вернулся к нам на светлую сторону силы, да? А спасибо сказать. Тебя спасли, между прочим. Молодец, молодец. Слушайте, ну, это то, чего я хотел. Это все-таки полная доминация камераменов опять, уже который эпизод подряд. Это прям радует мое сердечко, понимаете? Смотрите, так все, казалось бы, ужасно начиналось. Да, действительно, погиб Вантузмен. Не знаю, восстановит его или нет. Но потом все-таки произошло вот это. Вот это, то, что Титан Камерамен показывает. Они просто задоминировали в этот раз. Ну, по полной программе, обратите внимание. Только единственное, у тебя вот это все торчит, это повытаскивать бы надо, наверное. Неудобно, наверное, особо. Надо бы повытаскивать, я так считаю. Кстати говоря, вот эти вот пушечки по бокам у Титан Спикермена. Мне одному они напоминают свернутые рулоны туалетной бумаги, выставленные в качестве артиллерийских орудий каких-то, как будто, наверное, ну вряд ли, наверное, но, блин, похоже. Я что-то посмотрел, у меня прям сомнений поначалу не было. Важный момент, обратите внимание. Я как-то, вот тут, понимаете, столько всего сразу происходит, я это даже не сильно-то зафиксировал своим сознанием. TV-Woman, и это важный момент, я думаю, вы все заметили, это я только. Она спасает нашего камерамена, она его телепортирует, она же таким образом телепортируется, правильно? То есть, скорее всего, нашего камерамена Вантузмена все-таки починят, ребята. Я очень на это надеюсь. По крайней мере, надежда, она остается на то, что он будет жив, здоров. Ну и знаете, вот этот момент, он прям божит. Он прям божит. Вот Титан Камерамен, как я тебя люблю. Как ты хорошо вломил этому говну. Ну это прям, ну так радостно для меня. А теперь мы находимся на канале Blaynard Shorts. И сейчас мы посмотрим разбор первой части 57 серии. Он тут идет целых 7 минут. Blaynard, походу, вложил всю свою внимательность, чтобы понаходить все, что можно затеоризировать из этого видео. Поэтому мы сейчас поглядим, мне интересно. Начнем с того, что в описании к серии написано. Начнем с того, что нужно похмелиться. Что-то ничего не видно. Time to save Titan Speakerman. Что переводится как «пришло время спасти Титана Спикермена». И тут был применен запасной план для его спасения, ведь основной провалился, когда уничтожили гигантский обеззараживающий танк. Ну, но как все по бы порядку. да. Серия начинается с того, там что... должно было быть таким огромным лучом бы его расфигачить, и этот паразитический паразит просто вылетел бы как из пушки оттуда, мы видим, понимаете? как 3 камерамена прячутся Но вышло даже интереснее. TV-Woman, ребята, с посодействовали. крыши и наблюдают за сражением. Тут видно какой-то обрывок с лицом, похожим на лицо Уоллиса Брина из Half-Life 2.
А я думал, это Джонни Клебец из Liberty City Stories. Честно, он на Джонни Клебеца больше похож. Реально такое ощущение, что Дафук Возможно, именно он его тут есть во нарисовал. вселенной. Может, он главный злодей и тут. Ну, Но, может возможно, быть, это и просто Брин. текстурка без какого-то значения. Титан Спикермен бушует, камерамены бегут, и мы видим, как Титан убивает Спикермена. Все же они еще есть и стараются помогать. Я этого, кстати, не помню, прикиньте. Вот надо смотреть такие разборы, потому что вот эту сцену я не помню, как отлетает вот это вот. Мы даже во второй части я увидел же эту колонку, просто лежащую колонку. Оно Погибнут. вот как. Парализующий танк стреляет в Титана, но, увы, Вон, слишком смотрите. маленькая мощность. Танк Убивает взрывается от камераменов. ответки Титана. А на заднем плане, на крыше, видно двух тивименов, которые чего... Да? Нифига себе у тебя глазомер! Ты чё там, ты с микроскопом сидел, высматривал? Я бы в жизни не заметил. Да какие-то там две-то, короче, плюхи такие квадратные, тивимены. Да слушай, подожди, это могут быть, кстати, вентиляционные решетки такие, или как, или трубы. Ну, могут быть и тивимены легко. А почему нет? Типа, ну, правда, вот этот тивимен как будто чуть вверх смотрит такой. Весь экшон внизу, а он вверх смотрит. Молится, наверное, своим тивименовским богам. ждут и следят. Ждут ли они возвращения Титана Тивимена? Да, они молятся на него. Титан, Тивимен, приди. Возможно. Когда прилетает Титан-камерамен, мы видим Так. вывеску «Отель». Возможно, Отель, да, я в прошлой серии, когда смотрел разбор от Liberty на эту же серию, я подумал, что написано ноты. Я еще думаю, какие ноты. На полном серьезе мне в голову даже не пришло. Реально же ЕЛ, да? А выглядит как вот скругления, только тут не хватает. У меня чисто мозг дорисовал. Ноты тут продаются, думаю, да. Интересно, я думаю, это надпись. отсылка. Но я не могу вспомнить, было ли что-то связано с отелем. Да нет, это просто отель, скорее всего. Я думаю, просто какое-то здание, наверное, которым надо было что-то написать. Ну, пусть отель будет. Точно надо пересмотреть весь сериал сначала. На 100 тысяч подписчиков я бы сделал полный разбор всего сериала и показал бы, как сериал менялся. Блин, Всё в это ваших было бы руках. прикольно. Также Но это, наверное, спятить можно. Смотрите, там самого сериала, по-моему, 40 минут уже, да, доступно. Прикиньте, разбор каждого пикселя этих 40 минут. Это режиссерская версия «Властелин колец», всей трилогии в совокупности, наверное, столько же по объему будет мы занимать. видим Дафакбума, который снова стоит Не- и наблюдает за сражением. Ничего себе! Да как ты-то увидел все? Это что за трудом? Это я не понимаю, какие глаза нужно иметь? Я бы это не увидел все, если бы я 10 тысяч раз пересмотрел. Который снова стоит и Реально наблюдает за там, сражением. смотрите, какой-то А еще чёрт странное встал. зеленое свечение. Возможно, оно исходит из нового вида агентов или скибидистов. А может, нам впервые показали портал, через который путешествует автор. А может, он пукнул просто, да? В принципе, все проще гораздо объясняется. Облако Возможно, облако автор газообразных выделений Вел такое. подмогу. Кто Если знает. да, то кому? Ведь все еще непонятно, на чьей он стороне. Или же все же просто наблюдатель. Еще можно заметить темную материю. Возможно, это намек на... Я уж думал... Не, темную материю я заметил тоже, да. Все, тут я могу выдохнуть спокойно. Я уж думал, там опять какая-то микроскопическая финтифлюшка возвращение торчит. большего количества тивименов, или даже Титана Тивимена. Или же новый вид скибидистов с телепортацией, как у них. А может, просто черный дым от взрыва. Правда, очень густой. Мы наконец вблизи видим, как у Титана Камерамена заменяются камеры на пушки. Так. Вот нам показывают, что у него появилась защита ядра. На замедлении можно увидеть, как выезжают бронированные пластины и закрывают ядро. С одной стороны, ядро теперь не повредить, но и стрелять пламенем из него он не сможет. Титан-камерамен показывает жестом, Кстати, чтобы да. А отсюда он не может там микропламенем что-то подпердануть слегка? Наверное, нет. Да? Титан-спикермен не шалил и сдавался. На что тот начинает... Не шали, Титан Спикермен, хватит всех убивать. Шалун. Ах ты шалун. Мы видим вывеску Betrayal, что переводится как предательство. А, это Но о чем Betrayal. именно предательстве идет речь? Пока загадка. За спиной Титана Камерамена можно заметить О, сломанный телевизор. точно. Возможно, это очередной намек на возвращение Титана Тивимена. Он что-то показывает? Нет, вот это вот? Или это А в просто... сочетании с последней вывеской можно подумать, что его так и заразили, и он предатель. Вместо сломанной пушки у Так. Титана какой-то щит, что отдаленно Ага. напоминает часть крыши, но в то же время крепится к руке как специальный щит. Прикрываясь им, Титан-камерамен наносит удар Титану Спикермену, деревянный. после чего тот начинает отступать, разворачивается и готовится снова стрелять. И тут мы видим подтверждение, что Титан-камерамен может заменять руку на физган. Как же, кстати, классно смотреть это все и знать, что все уже закончится хорошо. По крайней мере, на этом этапе. Это так радостно. И притягивает Титана Спикермена. Это молодец, силой да. швыряет его об землю. Он хорошо Титан сделал. Спикермен Мне нравятся его вот эти магниты, они классно работают. пытается нанести вред Титану-камерамену звуковой волной, которой в прошлой серии он убил оператора. Но она не срабатывает. Ну, не тут-то В ответ было. получает смачный пинок в грудь и снова отлетает на землю. Это Спарта! Господи. Внезапная рожа такая на весь экран. Ну да, похоже. Я думаю, даже вдохновлялся этим моментом.
там, наверное. Туалет или же G-Man. Снова он вернулся, и мы прилетел. наблюдаем очередные его апгрейды. У него теперь целых 6 лазеров. Очки Да, у него, кстати, я заметил, у него их поменьше будет. У него их поменьше будет после смачного удара молотком, да? мы уже видели, что может быть еще один намек на возвращение Титана TV-мена. Ибо смысл их одевать, обычные TV-мены не нанесут ему вред светом. Какие-то наушники, возможно, защита от Титана Спикермена на случай, если его спасут. В принципе, а может, да. также намек, что во второй части серии Может, он просто музон слушает, ему нравится воевать под музон, там, знаете. Там. Саундтреки из Half-Life 2. снова будет увидеть Титана кинотеатра-мена. Кто знает, узнаем в будущем. Он стреляет А он даже кинотеатр-мен, да? Понятно, ну окей. Я думал, одни для меня все эти TV-мены на одно TV-меновское лицо. лазерами в спину Титана Камерамена, но безуспешно. Кстати, с глаз он не стреляет. Кто-то считает, что ему все же повредил глаза Титан TV-мен. Но мне кажется, что все же дело в очках, которые не способны пропускать луч. И выстрел да. повлек бы взрыв головы. Хотя он из глаз не выстрелил и после того, как с него уже эти очки молотком пробили. Так что черт знает. Но там уже надо было сдаваться. Там уже слишком и TV Woman подключилась, и все поэтому. Титан Камерамен яростно бросается на G-туалет, и они отлетают вдаль, где после происходят взрывы. Можно подумать, что это победа над врагом, но мне кажется, что бой с ним продолжится во второй части. Ну тут ты оказался абсолютно прав. Да в принципе это и так было понятно. Никто бы не слил бы так двух персонажей. Типа. Смотрите, там что-то... Я увидел какую-то точку. Это что? Это просто пятно? Это насрано на стене? Или это человек? Я не удивлюсь, если это там таинственный Дафак-Бум, но это его двоюродный брат или еще что-то в этом роде, да? То есть я вообще не удивлюсь ни разу. Серии, когда она выйдет. Титан Спикермен в ярости. Накапливает заряд в пушках, но тут мы видим нашего любимчика Вантузмена. Да. Теории оправдались. Он был запасным планом. Его цель — убить паразита. Это что, его спасут, надо верить. На зараженном Титане. верить в лучшее. Вантузмен залетает на спину Титана, но слышно звук, будто сигнализация, которая его предупреждает о наличии врага на спине. Также возникает вопрос. Я не слышал, но теперь слышу, да. После приземления Вантузмена мы видим, что пушки Титана прекращают накапливать заряд. Можно подумать, что наш герой что-то сломал у Титана на спине, но мне что-то подсказывает. Да он просто отключился, наверное. Потому что зачем ему этот снаряд нужен? Он же не будет сам себе в спину стрелять. Что Титан сам остановил заряд, чтобы избавиться от угрозы для паразита. Титан Спикермен хватает Вантузмена, нашего любимца, героя. На что тот кидает Вантуз в колонку Титана. Вот это круто, а! Вот это, я понимаю, альфа-самец. Вот просто он даже в такой ситуации не сдает. Мы слышим странный звук. Возможно, к Вантузу прикреплена бомба, устройство слежения или же иное устройство. После чего Титан силой сжимает Вантузмена. Да, наверное, вряд ли. Она бы какое-то развитие бы продолжила бы эта идея. Если бы бомба, устройство, а так его просто спасут, то есть, скорее всего, это просто был Вантуз, наверное. Мы видим взрыв его ракетных турбин и отбрасывает тело на землю. Тело Вантузмена загорается, возможно, из-за взрыва ракетных турбин. Так. Можно заметить, что торчит кость. Возможно, Вантузмен из тела. Я бы сказал, что это торчит, но не буду. Я человек культурный. Не, серьезно, может и кость. Тут, понимаете, так оно все пикселизировано, что хрен разберешь, что это торчит на самом деле. Умер ли он? Или выживет? Возможно, его починит и даже проапгрейдят как агента ученого. Очень надеюсь. Сомнительно, если он на самом деле больше человек, чем робот. А вот просто прикиньте, следующая серия выходит, и вся эта серия будет как какой-нибудь эпизод сериала «Доктор Хаус» или «Скорая помощь», где будут пытаться спасти там TV Woman, все TV-мены будут, доктора там склоняться над Вантузменом, и он умрет окончательно. Вот это было бы очень грустно. Я надеюсь, такого не будет, конечно. Серьезный вопрос, однако, то, что его нижняя камера потухла, может все-таки значить, что он погиб. Узнаем, возможно, скоро. Скорее всего, Титан Камерамен придет в еще большую ярость и безумие, когда увидит тело друга. Возможно, скоро будет бой уже 3 Титанов и G-мена. Масштаб битвы Титанов может вырасти в разы. Ну, будем смотреть. Ну что, ребятки, теперь кликайте сюда. На этом мы завершаем. Вот такой вот сегодня был эпизод. Самый эпичный эпизод за все время. Особенно если 2 части вместе посчитать. Думаю, вы согласитесь. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, всем пока. Увидимся вот тут.